Путин обратился к Федеральному собранию. Россия выводит войска из Беларуси, а американская армия готовится к большой войне. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересное новости. Путин угрожает ракетным ударом странам, которые отправят свои войска в Украину. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Падение самолетов продолжается. Россия потеряла еще 3 Су за день. Сбиваются они, самолеты, довольно-таки далеко. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. Существует ли угроза вторжения из Приднестровья? Я думаю, что, опять же, это больше информационно-психологические операции. Там нет возможности физической в России каким-то образом сейчас аннексировать или... Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно для нашего с вами развития. Поехали. Россия вывела войска из Беларуси, отчитываются украинские пограничники. 12 тысяч солдат. Там нет контингента для вторжения, пишут в ГПСУ. Вместе с тем, российская армия смогла продвинуться на 6 километров после захвата Авдеевки. Об этом пишет уже британская разведка. Россия также, вероятно, стремится нарастить импульсы на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться. Про ситуацию на фронте поговорили с военным экспертом Михаилом Самусом. Максимально поставлена задача пройти и прорвать фронт на всех направлениях. Ему нужна какая-то победа. Конечно, он рассчитывал на большее. Пока у них самая большая победа – это Авдеевка. Населенный пункт, который небольшой, который они пытались взять уже 10 лет. Вот наконец-то они его уничтожили. То есть это уничтожение этого населенного пункта. И они пытаются, в принципе, прорваться на всех направлениях. Они бросают и на работе на это запорожское направление, и на Купянском, и на Лиманском, и на Марьинском направлении. Попытки идут, но украинские войска сейчас, даже если и отступают, например, на Авдеевском направлении, здесь это объясняется тем, что при выходе с Авдеевки они теперь, украинские войска, должны выйти на подготовленные позиции. При этом какая-то серая зона будет оставаться между подготовленными позициями и теми позициями, которые были в Авдеевке. Это понятно с тактической точки зрения. На других направлениях успехов нет. И я думаю, что уже и не будет до выборов. То есть остается там 3 недели до выборов в России. И вряд ли что-то радикально изменится. А тем временем самолетопад продолжается. За один день российская авиация потеряла 3 самолета Су-34. На Авдеевском и Мариупольском направлениях об этом пишут в Генштабе. Сбиваются они, самолеты, довольно-таки далеко. Не будем говорить точное расстояние, но далековато. То есть российские пилоты уже не так наглеют, не так близко подлетают. И им надо подлететь ближе, чтобы управляемая авиационная бомба полетела дальше. Потому что бомба планирует, не имеет своего двигателя и летит фактически, снижается, теряя скорость. Поэтому, чтобы российским пилотам бить этими бомбами дальше, надо рисковать. Рискуя, попадают в такие истории, как сегодняшние. Путин угрожает ракетными ударами по странам, которые отправят свои войска в Украину. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Это люди, знаете, это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит.
Они думают, что для них это все мультики какие-то. Дело в том, что сначала об этом заявил Эммануэль Макрон, затем Министерство иностранных дел Франции объяснили его заявление. Президент имел в виду отправить французские войска в Украину не для участия в бою, не на линию фронта, а для тех операций, где необходимы компетенции именно французских войск. Далее позицию еще детальнее объяснил премьер-министр Франции. Когда мы говорим о французских солдатах, мы имеем в виду солдат, которые осуществляют подготовку украинских солдат, помощь в развитии наземной противовоздушной обороны или защиты ряда границ. Кроме того, Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о том, что против Украины уже использовали ракетный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», а также о том, что на боевом дежурстве уже стоят гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Последние две разработки имеют ядерные компоненты. Ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». США готовятся к масштабной войне, пишет об этом Associated Press. Авторы говорят, что в американской армии проводится срочная реструктуризация и подготовка к крупномасштабной войне. Бильд пишет о подготовке Германии к такой же не менее крупной войне, к нападению России на страны НАТО. Там даже разработали список этапов, по которым можно понять, что агрессия уже началась. Первая фаза – это дезинформация в медиа, соцсетях и другие способы раскола в обществе и дестабилизации этого общества, кибератаки. Вторая фаза – концентрация России войск у границ Альянса, кибератаки становятся чаще, диверсии становятся чаще, космические спутники выходят из строя, система наблюдения и так далее. Совершаются атаки на химические предприятия и, может быть, даже на атомные реакторы. Третья фаза – точечные удары по территории стран НАТО. Четвертая фаза – прорыв российских войск вплоть до Германии в воздухе, на море и на той территории, на которой будут вестись боевые действия. Война будет проходить и в космосе. Впервые там происходит конфликт глобального масштаба. Вот 4 фазы именно такие видят авторы Бильд. С другой стороны, в Вашингтоне не видят признаков повторения донбасского сценария оккупации в Приднестровье. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве. И цитирует их издание агентства. Несмотря на то, что Вашингтон не видит признаков готовящейся аннексии в Приднестровье, он продолжает следить за ситуацией, учитывая предыдущее российское вмешательство, уточнил собеседник издания. Опасности от Приднестровья не видят и эксперты. Михаил Самусь ответил и на этот вопрос тоже. Я думаю, что, опять же, это больше информационно-психологические операции. Там нет возможности физической в России каким-то образом сейчас аннексировать или провести какие-то операции. Вот если бы они, конечно, в 2022 году захватили Одессу, там в первую очередь они бы через остров Змеиный организовали высадку десанта в Бессарабию, дальше там близко к Приднестровью, а дальше оккупация Молдовы. То есть это было бы логично, но это было в 2022 году. Сейчас это нереально, поэтому все это больше ИПСО, далекое от реальности. А вот, к примеру, президент Польши не верит в нападение россиян, объясняет это тем, что Польша будет к этому готова, а россияне не нападают на тех, кто готов им противостоять. Вы не нападаете на сильных, вы нападаете на слабых, на тех, кого можно легко победить. Я думаю, что если бы Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину. Сумма, которую уплатят в бюджет украинские беженцы в этом году, в бюджет Чехии, значительно превысит оказанную им поддержку. По данным, озвученным чешским министром труда, в 2023 году украинцы
со временной защитой могли уплатить налоги и сборы на сумму от 12 до 15 миллиардов чешских крон, в то время как потратило государство на них 16,3 миллиарда чешских крон. Это приблизительно 645 миллионов евро. В 2022 помощь составила 8,7 миллиардов чешских крон, это 343 миллиона евро примерно, а в 2023 почти 7 миллиардов, это 239 миллионов евро. Плюс компенсация для домохозяйств. Это тоже несколько миллиардов крон. В Чехии сейчас находятся 383 тысячи граждан Украины со статусом временной защиты. Спасибо за доверие, спасибо, что смотрите. Не забывайте оставлять комментарии, не забывайте оставлять лайки и подписываться на наши каналы. Это очень важно и совсем не сложно. У меня на этом все. До встречи. Хороших вам новостей.